Этот добросердечный человек нашел маленькую девочку, оставленную одну на деревянной скамейке. Он был очень тронут и забрал малышку домой. Много лет спустя произошло неожиданное чудо. Сергей был молодым человеком, который жил в небольшом городе. Поскольку он работал консультантом в нескольких компаниях, его большую часть времени не было дома. Однако, несмотря на то, что он не испытывал недостатка в финансовом плане, он все равно не был счастливым человеком. Через несколько лет после вступления в брак он потерял жену и дочь в результате трагического несчастного случая. С того ужасного дня для него все изменилось. Однажды, собираясь на работу, он заглянул в один из своих старых портфелей в поисках нужных ему документов. В этот самый момент из него выпала фотография его жены и дочери. Молодой человек был совершенно убит горем. Он вспомнил все прекрасные моменты, которые они пережили вместе. Сквозь слезы он сказал: «Я бы хотел, чтобы вы были здесь со мной. Жить каждый день без вас очень тяжело». Несколько мгновений он сильно плакал. Однако он знал, что ничего не сможет сделать, чтобы изменить ситуацию. Поэтому он взял свою сумку, сел в машину и направился прямиком на работу. Когда он возвращался с работы, в городе было холодно. Стоял ноябрь, а это означало, что началась зима. Уставший мужчина спокойно ехал по дороге и решил перекусить. Он припарковал свой автомобиль и зашел в закусочную и поужинал. Однако, как только он вышел из магазина, он услышал плач ребенка. Сначала он подумал, что ему показалось. Однако, сделав еще несколько шагов, он присмотрелся и обнаружил брошенного на скамейке младенца. Сергей был совершенно ошеломлен. Он действительно не мог в это поверить. Зачем кому-то бросать ребенка в такой ужасный холод? Потрясенно прошептал молодой человек. Но как девочка оказалась здесь? Через 10 месяцев после ее рождения у ее родителей возникли серьезные разногласия, и они подали на развод. Новорожденная девочка осталась с мамой. Однако через некоторое время женщина не смогла больше заботиться о дочери. У нее не было работы, и она едва сводила концы с концами, поэтому она оставила ребенка на скамейке, надеясь, что кто-нибудь заметит ее и поможет. Этим человеком оказался Сергей. Много мыслей промелькнуло в его голове, когда он увидел младенца. Как только он взял ее на руки, малышка перестала плакать и улыбнулась ему. Ее милая улыбка скрасила его день, и Сергей почувствовал, что между ними мгновенно установилась связь. Когда он вернулся домой, то попросил свою горничную присмотреть за ребенком. Женщина вымыла и накормила маленькую девочку. Она заботилась о ребенке так, словно была его настоящей матерью. Сергей также очень заботился о том, чтобы за малышкой был хороший уход, и обеспечивал горничную всем необходимым. После нескольких недель ухода за малышкой он назвал ее Анной. Его работа требовала, чтобы он путешествовал по разным городам, и поэтому он не мог постоянно находиться рядом с маленькой девочкой. Когда ему приходилось ездить по работе, он привозил ее в детский сад. Со временем они сблизились как отец и дочь. Маленькая девочка росла, зная его не как своего биологического отца, поскольку Сергей с юных лет заботился о том, чтобы она знала истинную историю. Однажды, когда Сергей пришел с работы, он просмотрел несколько ее рисунков и увидел один, который разбил ему сердце. На рисунке были изображены отец и мать, которые, держась за руки своей дочери, шли по оживленной улице. Этот рисунок навеял воспоминания о его покойных жене и дочери. Это напомнило ему о прекрасных днях, которые он провел, гуляя с ними в парке. Ему казалось, что он чувствует мягкую руку своей дочери в своей и слышит смех жены. Он очень скучал по ним. Это воспоминание заставило его прослезиться. Анну удивило, что она увидела его таким, и она не знала, что делать. Тогда она обняла его и сказала своим нежным голосом: «Прости,
если я сделала что-то не так. Я всегда хотела жить в счастливой семье. Вот почему я нарисовала это. Я очень тебя люблю. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал». Ее слова утешили его. Он взял ее за руки и сказал, что тоже любит ее. Однако он не мог объяснить ей, почему плакал, ведь Анне было всего 7 лет. На ее 10-й день рождения он специально пробыл с ней весь день. Они гуляли и очень весело проводили время вместе. Вечером Сергей сказал Анне, что официально удочерил ее как своего ребенка. Сквозь слезы она обняла его и сказала: «Большое тебе спасибо, папа. Спасибо, что всегда был рядом со мной. Я обещаю быть послушной дочерью. Ты единственный отец, которого я знаю, и единственный родитель, который мне нужен. Я так сильно люблю тебя и хотела бы, чтобы ты мной гордился». Сергей был тронут до слез. Он также сообщил, что скоро уволится с работы и перестанет ездить по городам. Таким образом, он сможет каждый день быть с ней. К счастью, его бизнес имел огромный успех, и у него сразу появилось много клиентов. Но помимо удовлетворения материальных потребностей, Сергей старался научить Анну жизни и дать ей понять, как сильно ее любит. Она заполнила пустоту в сердце Сергея, и он будет вечно благодарен ей за то, что она приняла его как своего отца. Анна росла под чутким руководством Сергея и очень хорошо успевала в учебе. Она была блестящей девочкой. После того, как она 3 года подряд была лучшей в классе, школьное руководство выделило ей стипендию. Сергей был в восторге. Он гордился ее достижениями и смог накопить больше денег на ее высшее образование. Когда она, наконец, закончила среднее образование, она поступила в университет, чтобы изучать архитектуру. Стать архитектором всегда было ее детской мечтой. После окончания учебы у Анны вскоре появилось множество возможностей найти работу. Через несколько лет она стала очень успешной. Она знала, что ее жизнь не приняла бы такого удивительного оборота, если бы не ее приемный отец. Однажды, солнечным утром, она навестила его. Поговорив с ним некоторое время, она сказала, что собирается его кое-куда отвезти. Сергей понятия не имел, что она собиралась ему показать. Когда он вышел из ее машины, то увидел, что стоит перед роскошным домом. Тогда Анна сказала: «Папа, это твой новый дом. Я построила его для тебя, и, надеюсь, он тебе понравится. Ты так много для меня сделал, и я просто хочу поблагодарить тебя за это». Сергей был тронут до слез. Это был момент, когда все перевернулось с ног на голову. Он обнял свою дочь и не знал, что сказать. В этот момент он понял, что не ошибся, подняв ее со скамейки в ту холодную ночь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.